Друзья, всех приветствую, IC Genius на связи. Сегодня будет довольно острая тема для обзора. Я готовился очень долго и потратил довольно много времени на то, чтобы подробно рассказать вам обо всем этом. Как вы уже поняли из названия видео, в этом обзоре поговорим о аудиофильских кабелях от компании Hackaway. Ну и в этот же обзор я решил включить САПы от этой компании. Первый кабель, с которого я хотел бы начать, называется Tacables Rubin. Он имеет довольно интересную комбинацию из графена и серебряного медного сплава и упакован в такую необычную красивую красную баночку с узорами. Ну а выглядит, друзья, сам кабель, конечно, очень хорошо, особенно на солнце. Он буквально начинает играть цветами. Имеет такой розово-черный цвет и хорошую оплетку. И довольно удобные сформированные заушины. И, конечно же, я выбрал балансный 4.4 коннектор с надежными 2-пин разъемами. В моем случае. Но вы можете связаться с продавцом и попросить установить любые коннекторы для вас. Ну а теперь мы подошли к тому, ради чего вы решили заглянуть ко мне на обзор, а именно узнать, как данный кабель влияет на звук. Несомненно, больше всего заметно то, как он влияет на высокие частоты, добавляя больше детальности с уклоном в микро и макро детали. Вы буквально начинаете обращать больше внимания на кучу всего находящегося в музыке в этой области. На некоторых наушниках может получиться даже какая-то убер детальность, особенно на планарных наушниках Shure S12. Это было очень необычно, когда там и так достаточно высоких частот, а с этим кабелем вы вообще получаете что-то нереальное. Также вы получаете заметное расширение сцены и стереопанорамы, особенно если ваши наушники до этого имели узкое построение и больше уходили в глубину, нежели ширину. Здесь же он отлично контролирует все это, и вы получаете действительно классное и заметное преобразование. Ну и также стоит сказать, что вот очень хорошо подтягиваются средние частоты. И если в ваших наушниках они были более расслаблены и имели меньше акцента, то с этим кабелем все выравнивается и добавляется больше заметного присутствия и приближения вокала к нам. По низким частотам тоже все отлично. Немного бустится мид-басовая область, добавляя еще больше атаки и более плотного удара кика. Конечно же, я протестировал этот кабель, как и все другие кабеля в этом обзоре, на большинстве своих наушников, от гибридов до планаров. В целом могу сказать, что получился очень хороший и универсальный недорогой вариант. Ну а теперь предлагаю рассмотреть уж очень хороший медный кабель под названием Hackaway Healer, что переводится как исцелитель. Выглядит, друзья, конечно, он шикарно, имеет зеленые коннекторы, 3,5 мм и 2 пин разъемы с пометкой правого и левого канала. Вот такой вот кожаный ремешок и черный чехол в комплекте для переноски. Конечно, стоит сказать, что он довольно увесистый и имеет хорошие и удобные заушины. Они такие гибкие, к ним вопросов никаких нет. Ну а что касаемо звучания, то здесь заметно подтягиваются низкие частоты, особенно не на басовитых наушниках. Саббасовая область и мид-бас становятся более очерченными, и в миксе появляется большая выделяемость. И в целом улучшается общая проработка низких частот. Ну и также стоит сказать, что немного имеется расширение сцены с более лучшей проработкой. Ну и прям очень хорошо сглаживаются и прибираются пики и резонансы на ярких наушниках с большим количеством высоких частот. В целом данный кабель получился очень хорошим и внешне и по звучанию не вызывает никаких вопросов. Ну а теперь, друзья, поговорим еще об одном графеновом кабеле. Упакован он все так же в такую серебристую коробочку, но уже имеет модульный сменный штекер с 3.5, 2.5 и 4.4 коннекторами в комплекте. Выглядит он тоже классно. Получил такой приятный черно-серый цвет. Довольно увесистый, как и предыдущий кабель. Имеет неплохие гибкие заушины. И получил 2 пин разъемы. Ну а здесь звучание отличается от первого рубинового кабеля. Несомненно, стоит сказать, что он также добавляет высоких частот, но делает их более, что ли, аккуратными, особенно на гибридных наушниках.
Но в этот раз на низких частотах ситуация заметно меняется. Он имеет большее расширение и добавление большей массы и объема в сравнении с первым кабелем. Ну и так же, как и большинство графеновых кабелей, он расширяет сцену, делая ее более широкой, но при этом сохраняет отличное построение в глубину. Вот так он выглядит, еще раз показываю. Но теперь, друзья, мы подошли к последнему кабелю. Очень необычный, все так же упакован в серебристую коробочку. Выглядит, конечно, он классно. Такого красного цвета. Имеет такую хлопковую оплетку. И совсем не путается. Очень легкий, у него очень удобные заушины. И что радует, что он имеет возможность поменять штекер на любой. Даже есть Type-C, Lightning, балансный 4.4, 2.5 и 3 мм джек. Вот они все коннекторы. Я все проверял, работает без проблем. И также определяется на iPhone и Android телефоне. По звучанию он заметно отличается, выделяется среди других кабелей. Имеет более такой сбалансированный и ровный звук с уклоном в аналитику. Меня порадовало то, что он не старается добавить что-то лишнего от себя, а больше пытается передать музыку так, как она есть. За это он мне и понравился. Очень такой универсальный и хороший кабель. Прям рекомендую, друзья. Несомненно, он очень удобен в использовании, так как он легкий и в целом им действительно очень приятно пользоваться. Ну а теперь, друзья, предлагаю поговорить о ЦАПах от этой компании. У меня имеется 5 ЦАПов от компании Hakugei. Все ЦАПы упакованы в примерно такие же коробочки серебристого цвета, как кабеля, только имеют меньший размер. Имеется на лицевой части такая красиво переливающаяся голографическая наклейка, где указан коннектор и разъем для наушников и чип, который стоит в этом ЦАПе. Два ЦАПа можно подключить к iOS устройствам и вот эти 3 для Android смартфонов. Работают и там они без проблем. Вот так они выглядят. Имеют вот такой медный кабель и фирменные коннекторы Hakugei. Приобрести можно любой ЦАП, который вам нужен с 3.5, 2.5, 4.4 разъемом. Я тестировал и слушал все эти ЦАПы. Также подключал к компьютеру с помощью USB-A переходника. На Windows 10 они без проблем определяются и позволяют использовать частоту дискретизации 32 бит 384 кГц. MQA, конечно, они не поддерживают, да и смысла в этом особо нет. Эти ЦАПы для такого легкого варианта, когда нужно подключить что-то в дороге или где-либо еще послушать, не думая о аудиофилии. По громкости они в целом хорошо себя показывают. Достаточно громкости для планаров и гибридов. Звучание у этих ЦАПов более такое притемненное, с неплохими низкими частотами и довольно хорошо читающимися средними частотами. Ну и менее акцентированные высокие частоты. Сравнивать их с другими ЦАПами я не вижу смысла, так как совсем разная ценовая категория. Естественно, они не смогут потягаться с ними. Ссылка на покупку кабелей ЦАПов находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.